На календаре зима, а я гуляю по улице в шортах, в футболке. Слева от меня пальмы, справа Черное море. А это значит, я в Батуми. Что продаете? Пенуа не хотел. Друзья, мы проехали вдоль и поперек всю Грузию, чтобы найти, попробовать и показать вам самую лучшую и самую необычную уличную еду этой замечательной страны. Смотрите, какая красота, то есть я сейчас сам могу выбрать, какое мясо мне приготовить. Так что нарезайте бутерброды, наливайте себе чай и усаживайтесь поудобнее. Сегодня будет самый сочный, самый вкусный, самый ароматный выпуск прямиком из солнечной Грузии. Муа! Сколько стоит? Стоит 1 лар. Друзья, Грузия — это страна еды. Здесь настолько много всяких вкусностей, что даже просто путешествуя по трассе можно остановиться и увидеть вот такие небольшие, смотрите, киосочки. И здесь продаются вот такие горячие лепешки. Эти лепешки называются назуки, и найти их можно только в Грузии. Причем в одной единственной маленькой деревне в горах. Это поселок Сурами называется. Только здесь сделаем такие лепешки. Это наш традиционный булочка назуки по-грузинскому. Самое интересное, что в этой деревне выпечкой назуки занимаются почти все местные жители. И купить сочную горячую лепешку здесь можно в прямом смысле на каждом углу. Прямо здесь делаем. Вот здесь готовится. Здесь Да. прям жар я чувствую. И потом получается такое лепешки. Эти лепешки имеют довольно простой, но в то же время очень интересный рецепт. Масло, корица, ванили. И вместе помешаем и готовим тесту. Потом на тендере мы сделаем. Разумеется, я не смог отказаться и купил сразу несколько штук. Тем более, что цена одной назуки всего 3 лари. Так, ну что, я думаю, сразу же можно и попробовать. Смотрите, там внутри изюм. Вот я откусил, уже видно сразу, что есть изюм с маслом. Обалденно. Юля и Артем, как только почувствовали запах свежей лепешки, тоже не смогли удержаться. Боже, как вкусно. Она горячая, ее только приготовили, да, представляешь? Вкусная лепешка, Тём? Да. В общем, назуки однозначно попадает в мой топ-лист лучшей уличной еды в Грузии. Говоря про уличную еду в Грузии, конечно же, нельзя забывать про такое блюдо, как местная шаурма. Здесь ее можно купить в прямом смысле слова на каждом углу. Это очень популярная местная еда. Спасибо. Шаурму в Грузии готовят из курицы, свинины или говядины. Друзья, мы заказали 3 шаурмы. Вот здесь вот в небольшом кафе, оно называется Мак Шаурма. Несмотря на большое количество точек по продаже шаурмы, покупать ее стоит только в проверенных местах. Это кафе посоветовали нам местные жители, потому что здесь, в Батуми, оно пользуется очень большой популярностью. Вы сами видели, сколько там людей сидит. А главное правило уличной еды: самое надежное кафе — это то, где едят местные. Ну что, друзья, попробуем местную грузинскую шаурму. Моя стоит 11 лари. Вот у Юли чуть поменьше, стоит вот такая 9 лари. Пробуем. Вот сразу, что мне нравится, смотрите, много зелени, там лучок порезан, и сразу же началось мясо, гляньте. Вообще с мясом в Грузии полный порядок. Здесь его очень любят, поэтому в любые мясные блюда всегда кладут его, что называется, от души. В этой шаурмичной готовят один единственный вид шаурмы со свининой. Мясо очень мягкое, сочное, вот мне прям нравится. Обалденно. Кстати, Тёма тоже очень заценил местную шаурму. Он вообще большой любитель мяса и всего, что с ним связано. Как тебе шаурма? В Грузии, кроме вкусной еды, конечно же, есть и отличные местные напитки. Вот, например, здесь продают гранатовый сок. В Грузии, как и везде в Закавказье, гранатовый сок является весьма популярным местным напитком. Мало того, что он очень вкусный и полезный, так еще и стоит здесь совсем недорого. Добрый день. Здравствуйте. Сколько стоит сок гранатовый? 5, 10, 15, 20. Все дело в том, что Грузия выращивает собственный гранат, поэтому и цены на него здесь вполне демократичные. Вот они прям, гранаты лежат. Местный гранат. Местные с дерева срывают. Давайте мы возьмем у вас каждому по стаканчику. Но самое главное, грузинский гранат вырастает очень сочным, поэтому всего из 2 фруктов получается целый стакан отличного свежевыжатого сока. Спасибо. Вам тоже спасибо. Так, ну что, пробуем?
Очень вкусно, очень. Друзья, свежевыжатый. Шикарно. Сейчас на улице 20 градусов. На солнце, мне кажется, еще больше. То есть, ну прям реально жарко. Конечно, сок прям потрясающе сейчас подходит к нам. Благодаря своему кисло-сладкому вкусу гранатовый сок очень хорошо утоляет жажду. Так что в летний сезон он и вовсе становится в Грузии просто незаменимым уличным напитком. Ну чё, как тебе? Классно. Артем, ну как тебе сок? Вкусный. О, правильно. Что из трубочки там пить, да? Говоря об уличной еде в Батуми, просто невозможно не упомянуть местный Макдональдс. И не потому, что там вкусно готовят или он имеет какое-то отношение к Грузии. Дело в том, что здание батумского Макдональдса признано самым красивым Макдаком в мире. Представляете? Он сейчас находится справа от меня. Вот это вот стеклянное, непонятное футуристическое здание, друзья, это местный батумский Макдональдс. Но мало того, что он имеет вот такую необычную форму, прямо под ним, под его крышей расположилась заправка, друзья, представляете? То есть вот настолько необычный Макдак. Можно и самому заправиться, и заправить своего железного коня. Ну, мы, конечно же, сюда заходить не будем. Не для того я ехал в Грузию, чтобы показывать вам еду в Макдональдс. Давайте лучше прогуляемся вглубь города и попробуем местные хачапури. Если вы не можете найти уличную еду в Грузии, она найдет вас сама. Здравствуйте. Что продаете? Пенуани хотел. Хачапури? Да. Гляньте. Сколько стоит? Стоит 1 лар. Хачапури – это одно из главных грузинских блюд, и здесь его очень любят, поэтому местные торговцы даже придумали разносить свежие хачапури прямо по улицам. Спасибо. Вам тоже спасибо, что покупали. Сейчас будем пробовать. Друзья, она слоеная, представляете? Я, кстати, здесь еще не пробовал хачапури с слоеным тестом. Вообще, купить хачапури в Грузии можно в небольших кафешках или киосках. Это такой местный фастфуд, недорогая и сытная еда. Вот сейчас я зашел в хачапурную, смотрите, вот здесь вот такой ассортимент, свежие хачапури, пироги, вот гляньте, гамбургеры, яйца вареные, то есть при желании можно взять вот с собой на перекус, просто яйцо съесть и пойти дальше. Подобные заведения пользуются здесь большим спросом. Люди покупают еду и перекусывают, что называется, на ходу. Ну как тебе с курочкой? Главное, что оно горячее. Друзья, обалденно, смотрите. Там реально начинка, прям очень много курицы. Такой полноценный прям пирожок получается. А поскольку мы оказались в Батуми, а это ни много ни мало столица региона Аджария, то я просто не мог пройти мимо знаменитых аджарских хачапури. Сейчас нас в Грузии местная женщина научит, как правильно разделывать хачапури. Че, Юлек? Я заворожена, да. Вот так, я за это говорила. Причем аджарские хачапури едят без приборов. Надо просто отламывать кусочек хлеба и макать его в сыр. Хлебушка макаешь в сырок и кушаешь. В общем, грузинские хачапури – это не только вкусная и недорогая еда, но и настоящее искусство. Кроме сытной уличной еды, в Грузии можно найти и отличные уличные десерты. Я просто не могу не рассказать про местное мороженое. Все-таки мы на курорте, здесь мороженое пользуется большим спросом. В Батуми, да и вообще в Грузии, киоски с местным мороженым встречаются так же часто, как и киоски с местной шаурмой. Так что попробовать грузинский пломбир здесь не составляет труда. Вот, например, я заказал мороженое с фисташками и с лимонным вкусом. Сейчас на берегу моря постелим коврик, сядем и будем наслаждаться местным грузинским мороженым. Вообще выбор мороженого в Грузии оказался очень большой. Так что неудивительно, что этот уличный десерт пользуется здесь такой популярностью. Вот это я понимаю красота, друзья. Сидим на берегу моря, едим мороженое. Тёма, как тебе? Вкусно. Юль, ты попробовала свое? Да, очень вкусно. У тебя какое? Шоколад с бананом и фисташка. Главный плюс грузинского мороженого – в нем используются только лучшие местные продукты. Так, вот такая вот у меня дабл ложечка. Тут сразу и лимонная, и фисташковая. Пробуем. Друзья, обалденно. Сливочное прям, да, мороженое? Ребят, очень вкусное. Причем грузинское мороженое настолько вкусное, что даже местные собаки не могут устоять при виде сочного пломбира. С каким вкусом? С шоколадом выбрал?
Да. А как известно, собаку обмануть не получится, и всякую там химию она есть попросту не станет. В общем, не зря эту Люку Поляр хвалят. Или Луку Поляр, я не знаю, как она правильно называется. Кстати, если вы в курсе, напишите в комментариях, как правильно произносится это мороженое. Лука Поляр, Люка Поляр, Лука Поляре. А знаете, что еще в Грузии готовят и продают на каждом углу? Конечно же, грузинский шашлык. Купить его можно как в небольших забегаловках прямо посреди улицы, так и в настоящих ресторанах. Главное, не ошибиться с выбором места. Друзья, зашли в Грузии, в Батуми, в кафе, которое называется Танжерин Мангал. Оно прям на набережной находится. Я сейчас сижу, смотрю на колесо обозрения. Гляньте, красота какая. И здесь есть в этом кафе одна фишка. Если ты заказал мясо на мангале, тебе дают возможность выбрать кусок. На самом деле это очень удобная опция, так как можно увидеть своими глазами, из чего будет готовиться твой шашлык. Вот Алексей. Всем здравствуйте. Смотрите, какая красота. То есть я сейчас сам могу выбрать, какое мясо мне приготовить. Вот это уже нанизанное мясо на шампуре, да, можно выбрать готовое. Есть где-то более жирные кусочки, менее жирные. Так, ну мне кажется, вот этот на меня смотрит. Непосредственно готовка шашлыка тоже осуществляется на виду у посетителей, и при желании можно попросить повара сделать мясо чуть зажаристей или наоборот приготовить медиум. Смотрите, красота какая. Люля, шашлык, хачапури на вертеле. Вот здесь готовятся наши овощи. Гляньте, помидорки, черри, перчик, грибочки, баклажаны. Но одно дело, как это все выглядит на мангале, и совсем другое, как это будет подано к столу. Вот такая вот красота. Гляньте, с огоньком. Смотрите, вот это я понимаю. Ну что, Юрек, ты впечатлена? Да. Смотрите, как улыбается. Но еще важнее, какова же вся эта красивая еда окажется на вкус. Так, ну что, друзья, будем пробовать. У меня, если честно, глаза разбегаются. Начнем, конечно же, с мяса, свининка горячая. Знаете, классический шашлык, вот как я люблю на даче, когда готовишь на природе, вот это все на углях, вот очень напоминает вот такой хороший домашний шашлык, мне нравится. Кстати, все остальные блюда тоже оказались очень вкусными. Особенно порадовало хачапури на вертеле. Оно огонь просто. Бомба, гляньте, сколько сыра. Слоеное тесто с сыром, прям вау. Обалденно. Ну что ж, друзья, пришло время отведать одно из главных грузинских блюд – местные хинкали. И ради этого мы отправимся в древний город Мцхета, где люди готовили первые хинкали еще в 5 веке до нашей эры. Так, ну что, ребят, зашли в кафе в Мцхете, местная грузинская кухня. Смотрите, что мы заказали. Хинкали с сыром, вот такая вот красота. И хинкали с мясом и зеленью. И если в древние времена хинкали готовились прямо на улице, в обычном котелке на костре возле дома, то сейчас они стали полноценным блюдом в любом грузинском ресторане. Юля взяла салат грузинский, помидоры, огурцы, грецкий орех, зелень и хачапури на вертеле. Гляньте, красота какая. Огромная. Артем, как тебе хачапури на вертеле? Но я-то приехал в Мцхету с одной единственной целью – попробовать на вкус местные хинкали. Так, я начну с хинкали с сыром. Такая вот штука. Смотрите, вот такой вот внутри сыр. Хинкали полностью с сыром, гляньте, вся забита. Очень много начинки. Местный грузинский сыр. Тёма, короче, ест хачапури, просит уже хинкали ему отдать. При виде сочных хинкали Тёма тоже не смог удержаться и начал выпрашивать свою порцию. Я хочу с мясом попробовать. Хорошо, давай я тебе сейчас помогу. Вот так вот, Тём, берешь за хвостик и кусаешь. И оттуда, видишь, сок какой сразу. Бульончик, гляньте. Как тебе с мясом? Вот, товарищ, гляньте, как полюбил хинкали. Еще. В общем, не зря грузины в шутку называют Мцхету местной столицей хинкали. Друзья, говоря про уличную еду в Грузии, ну просто невозможно не рассказать про местную растительность, потому что прямо на улице здесь на деревьях растет, смотрите, какая красота, хурма. Уже нет листьев на дереве, зато оно все усыпано плодами, смотрите. Вот так вот срываешь, и вот такая вот спелая, сочная, гляньте, прям с дерева хурма. Хочешь? Кусай. Гляньте. Обалденно. Что, реально спелую? Да. Ну, прикольно. С дерева, представляешь? Друзья, я первый раз ем хурму с дерева. Я вообще никогда не видел, как она
растет, а тут, короче, по улице идешь, и просто можно прям с дерева срывать спелую хурму. Вообще обалдеть. Вон Тёмка радостный ходит, трескает хурму. В Грузии без проблем можно найти и другие тропические фрукты. Например, гранаты, инжир или даже киви. Но особенно хорошо здесь себя чувствуют, конечно же, цитрусы. Друзья, на улице в Грузии и особенно в Батуми очень легко можно увидеть такие экзотические фрукты, как, например, лимоны. Смотрите, они здесь растут прямо на улице, гляньте. Вот эти скоро уже поспеют, уже начали желтеть, бочка у них, гляньте. Вот тоже. Причем это самый обычный жилой двор. То есть люди просто выйдут из дома в свой двор, сорвут лимон, покрошат его в чай. Это, конечно, максимально необычно. В общем, оказавшись на грузинских улицах, чего точно не получится сделать, так это остаться голодным. Ну что ж, друзья, вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать в этом видео. Но не спешите выключать ролик, потому что в конце я покажу, как в Грузии переделали обычную Ниву на гусеничный вездеход. Честно говоря, я даже представить не мог, что такое в принципе возможно. Но грузинские инженеры сделали невозможное. В общем, смотрите до конца, сами все увидите. Ну а пока ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. И напишите в комментариях, какую еще грузинскую еду мне обязательно надо было попробовать. В общем, вы знаете, что делать. И оставайтесь на связи. А вот в Грузии из обычной Нивы сделали полноценный вездеход. Смотрите, спереди ковш. Приделали еще одно колесо с каждой стороны. И вот так вот она теперь выглядит. Гляньте, Нива на гусеничном ходу. Вы такого никогда не видели.